Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Светлана. Сегодня я буду делать блинчики из нутовой и рисовой муки. Коричневый сахар. Получилось 13 грамм. Масло растительное. У меня смесь двух масел. Рапсовое и подсолнечное. 9 грамм. Мука нутовая. 42 грамма муки сейчас я положила. Теперь мне нужна вода. 100 грамм примерно воды. Хорошо, надо перемешать. Сейчас добавлю еще муки рисовой. Мука рисовая цельная. Тоже 2 ложки. Сейчас посмотрю, сколько это грамм. 35 грамм получилось. Самое главное, очень хорошо размешать, чтобы не осталось комочков. А еще щепотку соли. У меня электрическая плита, я ставлю на мощность 800. Наливаю масло буквально капельку. В общем, сковородка должна разогреться. У меня всегда первый блинчик, как говорится, первый блин комом, потому что сковородка не разогрета еще. Лью по центру и так. Как обычно делают блины. Выливаю на середину и расходится. У меня получилось вот такое тесто, жидкое. Еще немного. Блинчики очень хорошо заменяют хлеб, если без глютена. Они немного сладкие, но их можно употреблять и сладким, и с какой-то начинкой не сладкой тоже. И со сметаной хорошо, и с вареньем хорошо. Просто с фруктами, с йогуртом, с каким-нибудь соусом, если солененький, со сливочным сыром, чесноком. С другой стороны получился такой вот у меня. Снова наливаю капельку масла. Так. Даже первый получился очень даже неплохо. Теперь это уже все пошло быстрее, вот он уже готов. Такой красивый, румяненький. Второй блинчик. Они, конечно, получаются такие, но достаточно толстые, как тортильи. А этот у меня хорошо зарумянился. Сейчас не буду добавлять масло. Первый нужно обязательно все равно. Оставшиеся вот можно и без масла. Если я хочу меньше жирности, так я просто не добавляю масло. Но с маслом, конечно, вкусно. Тоже сейчас вот разница, да, как снимается. Главное поддеть аккуратненько под край. И вот такие выходят, если масло не добавлять. Масла немного есть в тесте, это, в общем-то, достаточно. Все, он быстро делается. Из масла, когда делать, просто нужно аккуратненько по краям его, чтобы он отошел, и переворачивать.
Вот следующий снова сделала с маслом. Какая разница? Вот он такой красивенький, с узорами выходит. Плита шумит, к сожалению. Не могу никак это поменять. Вот у меня получилось. Не ломаются. 7 штук у меня получилось. Такие вот эластичные, хорошие. Ну а на вкус, как они на вкус? Очень вкусно. Мажу я их. У меня есть густые сливки, такие вот. Но можно использовать сливочный сыр. Вот. Вот разница между тем, который жарился без масла, не наливала я масло, а этот жарился, когда я масло наливала. Немного финикового сиропа. Называется он Ceylon Date Syrup. Я покупаю обычно натуральный, без добавления сахара, потому что есть, которые продают, добавляют даже сахар и, по-моему, лимонную кислоту. Здесь только натуральные ингредиенты, 100% финики. У меня уже засахарился, давно он уже у меня. А вначале он такой, как растопленный мед, или просто как обычный сироп. И еще персик. И миндальные орешки. Вот такая прелесть у меня получилась к чаю. Я использовала сливки, но часто использую тоже сметану или йогурт. Всем приятного аппетита!